подробности по поводу детских болезней. Да, вот первое, на что наткнулись, это стук при минусовой температуре задней подвески. Бухающие такие неприятные звуки. Они не сильно раздражают, но они есть. Да? Любому автовладельцу хотелось бы, чтобы их не было. И, в общем, мы начали эту тему курить. Гарантии уже у машины нет. В принципе, я узнал, что по гарантии эти штуки все меняли. Изначально. То есть, если в течение 3-2 лет, сколько у них там была эта гарантия, появлялись эти штуки, ребята приезжали к дилеру и им меняли целиком стойки в сборе. Гарантии нет, я заехал к дилеру, так, на дурака, чисто говорю: пацаны, посмотрите, там, может, что это. Добрый дядя Фей сказал, что у меня там что-то погремливает, причем прям цитата официального дилера: у вас, говорит, сзади что-то погремливает. Гремлина, да. Я говорю: так поменяйте. Он говорит: нет гарантии, нет, идите нахер. И все. Пошли, значит, и всем известный Евгений, техцентр Корея Плюс, обслуживает автомобили разных уровней, разных моделей, разных марок, разных годов. И, собственно, приехали к нему. Подняли, значит, тачку. Что мы там увидели? Мы поняли, что там нет этого персонажа. Гремлина? Нет. Нашли рваные дополнительные амортизаторы. Да. Как их назвали? Кстати, много разных кто называет. И кто-то называет их дополнительный амортизатор, кто-то просто отбойник называет. Он был рваный. С обоих сторон, причем они рваные были. Мы подняли, посмотрели. Стойки стабилизатора тоже у нас. Кто-то их называет косточки, кто-то стойки стабилизатора задние. Соответственно, все мы заказали. Нам все пришло. Да, все приехало, все, значит, оригинальные эти пыльники, да. Он называется дополнительный амортизатор. Он идет из пыльника, он защищает, получается, амортизатор, и на нем же отбойник этот. Да, сняли амортизаторы были просто в кал, угаженные, там все штоки были, уже там ржа пошла из-за того, что разорванный этот пыльник, да, он не сохраняет амортизатор от грязи, и, соответственно, туда забивается вся херня. Сняли, что мы там сделали-то? Соответственно, все сняли. Все промыли, прочистили старые амортизаторы, поняли, что он еще рабочий, проверили его. Да, кстати, они там оригинальные амортизаторы еще стояли. 2014 года машина, да, и амортизатор 2014 года. Да. И решили оставить его. Думаем, попробуем сначала без него. Да, опять же, да, можно, естественно, там производить различные эксперименты там со своей бабки. То есть ты типа, гремит там сзади. А что? Раз гремит сзади, давай поменяем опору, да, верхнюю поменяем амортизатор, поменяем там всю эту гамсахурдию, и, может быть, ничего не получится, да, будет также греметь. А сумма будет 135 тысяч рублей отдана дилера. И Гремлина никто не обнаружит. Да, никто его не уберет оттуда. Поэтому начали копать минимальными усилиями. Мы, значит, посмотрели опоры живые, в принципе живые, амортизаторы тоже живые, пыльники были порваны, косточки тоже там немного люфтили, их заменили. Все, поехали, посмотрим? Поехали. Покатали мы машину, послушали, 100% результата мы не добились. 100% это прям тишина, да. Скорее всего, чтобы добиться 100% результата, нужно менять действительно всю стойку в сборе, как это делал дилер по гарантии. На холоде, естественно, он будет издавать различные звуки. Нужно будет время, чтобы разогреться, начнем с этого. А чему там разогреваться? Газ? Он же газомасло. Газовый. Чисто газовый. Вот в этом-то вся история.
что бы мы ни делали, Он да, будет присутствовать. он все равно, этот гремлин, будет присутствовать. Но, да, действительно, с теплой парковки выезжаешь, там в течение 5 минут тебя гремлин не беспокоит. То есть спокойненько едешь, потом он начинает просыпаться. Из сервиса выезжаешь также, да, там нет никаких посторонних звуков. Через 5 минут после того, как там остыл амортизатор, опять все дело начинается. Да, по теплу у вас не будет никаких там стуков, ничего, но надо смириться с тем, что у Мини газонаполненные амортизаторы, и, к сожалению, от езды они не прогреваются. Ну, собственно, вот так, Жека, тебе огромное спасибо. Ты, как всегда, крут, как всегда, все здорово. Техцентр Корея Плюс мочит просто лучше Ждем всех. вас. Да, обязательно обращайтесь. Приезжайте к нам. Обращайтесь, все будет здорово, все будет весело. Спасибо, Женька. Пожалуйста.